Добрый день, мои дорогие студенты. Меня зовут Наталья. Вы смотрите канал Practical Russian, где мы изучаем русский язык. У меня новый свитер. Это мой новый свитер. Мне нравится этот свитер, но сегодня не об этом. Сегодня я хочу рассказать вам, как я познакомилась со своей близкой подругой. Было ли это случайно или специально? Сегодня мы изучаем слова случайно, специально. Это видео для уровня А2. Вы можете слушать мои видео как подкаст. Все видео есть в аудио формате. Ссылка будет под видео. И там есть транскрипции. Вы можете использовать эти транскрипции. А сейчас, как это было? Случайно или специально? Поехали! Это было случайно или специально? Мы познакомились с подругой случайно или специально? Конечно, случайно. Мы познакомились с подругой случайно. В нашей жизни что-то случается случайно, и что-то мы делаем специально. Когда мы что-то не планируем, и мы этого не ожидаем, это случайность. Да? И когда мы что-то планируем, у нас есть какая-то цель, и мы делаем что-то с этой целью. Мы делаем это специально. У меня есть подруга Таня, и мы познакомились с ней случайно. Сегодня я расскажу вам эту небольшую историю, как это было. Возможно, вы видели Таню в моих видео. У нас есть несколько видео на канале. Например, это видео, где мы обсуждаем иностранные языки. Это видео с моей подругой Таней. Вы можете посмотреть его на канале. С Таней мы познакомились случайно. В то время я изучала английский язык. Я много слушала по-английски, я что-то смотрела по-английски. Это было много лет назад. В то время было трудно найти материалы по-английски. И я хотела говорить с кем-то по-английски. Я занималась английским языком дома, я слушала подкасты, я смотрела видео. В то время я начала активно смотреть YouTube, но я хотела говорить с кем-то. И я нашла разговорный клуб. Это был английский разговорный клуб. Там русские люди говорили по-английски. Они хотели тоже практиковать английский язык, как я и моя подруга. Там мы и встретились. Мы встретились с Таней в разговорном клубе. Мы познакомились с ней в разговорном клубе. Там мы встретились, и это было случайно. Мы этого не планировали, это вышло случайно. Мы встретились там случайно, и мы познакомились там случайно. Вы понимаете, о чем я здесь говорю? Если да, значит у вас хороший уровень, и вы можете читать короткие истории, как я, и изучать язык. У меня есть короткие истории, там есть грамматика и упражнения для практики. В каждой истории есть аудиофайл, ссылка будет под видео. Если вы первый раз на канале, у меня есть бесплатный файл с фразами. Там фразы, как заказать что-то в ресторане, как спросить дорогу. Файл бесплатный, ссылка под видео. А сейчас продолжаем. Как-то после занятия мы узнали, что мы живем недалеко друг от друга, и мы поехали домой вместе. Это тоже вышло случайно, мы этого не планировали. Мы начали говорить об иностранных языках, мы начали говорить об английском языке, и потом я специально написала Тане. Я спросила у нее,
хочет ли она пойти в разговорный клуб. Это был следующий раз, это была следующая неделя, и я специально написала ей: вы знаете, веселее изучать язык с кем-то, веселее изучать язык с друзьями. Поэтому я написала Тане. У нас был общий интерес. Наш интерес был английский язык. И мы ездили туда вместе. Мы начали ездить в разговорный клуб вместе. Каждую неделю мы ездили в разговорный клуб. Один раз в неделю, кажется, в субботу был разговорный клуб. И так мы стали друзьями. Так мы стали подругами, но мы этого не планировали. Это вышло совершенно случайно. Так получилось, и я очень рада, что у меня есть такая близкая подруга. Интересно, с нами случается что-то, и мы даже не знаем. Я не знаю, почему Таня стала моей близкой подругой. Кажется, у нас похожие интересы, у нас есть общие интересы. Например, это иностранные языки. Ой, в то время было трудно изучать английский язык, трудно было найти материалы. И мы жили в России, мы сейчас живем в России, но сейчас проще найти что-то. Сейчас много материалов в интернете, но в то время было труднее. И я помню, я специально начала слушать подкасты только по-английски. Я больше не слушала ничего по-русски. Я специально поменяла все подкасты и слушала только по-английски. Я специально поменяла язык на телефоне. Раньше у меня был русский язык на телефоне. В тот период я поменяла язык на английский, и я сделала это специально. И до сих пор мой телефон на английском языке. Я специально искала видео только на английском языке, и в то время я начала активно смотреть YouTube. Я смотрела только по-английски. Если я что-то смотрела, я делала это на английском языке, и я делала это специально. Я специально смотрела только по-английски. Если я что-то читала, я специально читала только по-английски. Я не хотела ничего делать на русском языке. И это было специально. У меня была цель улучшить свой английский. И я специально поменяла язык на телефоне, я специально слушала подкасты только по-английски, я специально смотрела видео только по-английски. Конечно, я говорила с семьей по-русски, конечно, я говорила с друзьями по-русски, конечно, я говорила где-то на улице тоже по-русски, потому что я находилась в России, но все остальное я делала по-английски. Я хотела окружить себя английским языком, если можно так сказать. Я хотела жить английским языком. Я находилась в России, но я хотела большую часть времени делать все по-английски. И у меня получилось. Но это получилось, потому что я специально это делала. У меня была цель, и я специально поменяла свою жизнь. Какой вывод я могу сделать? С Таней мы познакомились случайно, с подругой мы познакомились случайно. Мы этого не планировали. Мы не планировали стать друзьями. Так вышло. Это вышло случайно. Когда я изучала английский язык, я сделала много чего специально. Я специально поменяла язык на телефоне, я специально слушала только по-английски, я специально смотрела все только по-английски, я специально читала все только по-английски. Так я окружила себя английским языком. И я все это делала с целью, я все это делала специально. Что-то случается с нами случайно, когда мы этого не планируем, и что-то мы делаем специально. Мы это планируем, у нас есть цель. Например, когда я говорю по телефону, я закрываю дверь. Я не хочу мешать людям,
и поэтому я закрываю дверь. Может быть, это странно, но я специально закрываю дверь, чтобы не шуметь. Я не хочу шуметь. Иногда я случайно встречаю знакомых людей на улице. Это случается очень редко. Санкт-Петербург большой город, но это случалось. 2 или 3 раза я случайно встретила знакомых. Мы вместе учились. Иногда я случайно могу сказать что-то подруге и расстроить ее. Я могу сказать что-то маме и обидеть ее. Конечно, я этого не хочу. Я не хочу обижать людей. Я не хочу расстраивать людей. Но это возможно. Это случается. Что-то случается случайно, и что-то мы делаем специально. Сейчас я хочу дать вам больше примеров. Номер 1. Случайно. Случайно значит, когда вы не понимаете, почему так получилось. Вы так не планировали. Это случилось без цели. Случайно случай. Мои примеры. Она узнала об этом случайно. Она узнала об этом случайно. Они случайно встретились на выставке. Они случайно встретились на выставке. Это вышло случайно. Это вышло случайно. Я случайно. Я случайно. Значит, я не хотел, я не планировал этого. Вы случайно не знаете, где... Вы случайно не знаете, где... Ты случайно не взял с собой паспорт? Ты случайно не взял с собой паспорт? Она случайно забыла дома телефон. Она случайно забыла дома телефон. И номер 2. Специально. Специально, когда вы понимаете, почему так получилось. Вы так планировали, у вас была цель. Мои примеры. Мы специально туда не поехали. Мы специально туда не поехали. Они специально оставили детей дома. Они специально оставили детей дома. Она не звонила ему специально. Она не звонила ему специально. Они специально не рассказали ему. Они специально не рассказали ему. Ты специально? Ты специально? Вы специально так громко говорите. Вы специально так громко говорите. Сегодня у меня для вас 4 вопроса. Вопрос номер 1. Вы встречаете знакомых случайно на улице? Вы встречаете знакомых случайно на улице? Вопрос номер 2. С кем из друзей вы познакомились случайно? С кем из друзей вы познакомились случайно? Когда и где это было? Когда и где это было? Вопрос номер 3. Что вы делаете, чтобы быстрее изучать русский язык? Что вы делаете, чтобы быстрее изучать русский язык? Вы делаете это специально? Вы делаете это специально? Вопрос номер 4. Что вы специально сказали человеку и расстроили его? Что вы специально сказали человеку и расстроили его? Хорошая работа. Каждый урок– это практика. Сегодня был нетрудный урок. Пишите свои вопросы в комментариях. Если вы плохо понимаете, вы можете использовать аудио и PDF-файлы. Ссылка будет под видео. Самый эффективный метод– это делать то, что вам нравится. Поэтому я читаю истории.
Это мне нравится. Если вы тоже любите читать истории, у меня есть истории на русском языке. Ссылка внизу. В каждой истории есть упражнение для практики. У меня есть видео с глаголами движения. Если вы плохо понимаете глаголы движения, здесь будет это видео. Увидимся здесь. Пока-пока.